Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события июня. События будущего. И я благодарна вам за ваши добрые искренние комментарии, за вашу поддержку. И то, что читаете мои публикации, смотрите мои видео. И июнь – это первый месяц лета в добрых энергиях. И небо требует от нас некоторого терпения. Хорошо пробовать что-то новое, в чем мы прежде себя еще не раскрывали, словно примерять на себя. Именно через опыт, через как проба пера к нам приходит осознание, чем есть смысл заниматься, что есть смысл продолжать, ну а что уже не имеет значения. Научиться смотреть далеко, вперед, изменить образ мышления. Или, возможно, на что-то решиться, у кого-то решиться на радикальные изменения, и этого я тоже не исключаю. В июне самое главное противопоказано категорически волноваться, особенно по пустякам, по какой-то ерунде. И точно так же строить вокруг себя какие-то барьеры, крепости невидимые или заборы. Не лишайте себя радости, мои дорогие козероги. Отпускайте то, что вас может раздражать, или то, что, вы не в силах изменить. Будьте добрее к самим себе. Мы все будем вынуждены адаптироваться к новым правилам игры до конца 2025 года. А я бы сказала, это такая прелюдия, потому что адаптироваться нам придется еще более непредсказуемо в 2026 году. Это сейчас год змеи, она мудрая, и у нас как будто есть маневр что-то. Реорганизовать, передумать, перестроить самого себя. А 2026 год огненной лошади, он нам принесет совершенно другие энергии. Энергии более стремительные, неожиданные. Может быть, иногда энергия галопа. Поэтому адаптироваться у нас с вами есть время. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Есть и астрологические прогнозы, есть и по китайскому гороскопу, какие энергии будут превалировать, которые вы можете чувствовать, что для вас важно. Но есть и статьи по психологии. Словом, оставлю ссылки в описании под видео, а также для тех, кто хочет стать спонсором моего канала. Есть все ссылки, переходите, читайте. Мы идем вперед. Так что же прояснится, с чем будет связана ситуация ближайшего времени? Пусть нам подскажут. И никогда не знаешь, что в этом пасьянсе выпадет рандомные значения, маленькие карты. И вот посмотрите, у вас выпадает карта власти. Ну, это, с одной стороны, ваша сила, кстати. А вы люди сами по себе сильные. Но тут самое главное, чтобы сила не помешала. Настойчивость – это замечательно, но иногда мы упираемся и словно думаем, что вот должно быть так. А мы только с вами говорили о том, что да нет, тут нужны какие-то более гибкие варианты. И вполне вероятно, у кого-то власть – это символ власти, поход к чиновникам, решение каких-то вопросов, согласование, подписание важных бумаг. У кого-то может быть и банковских бумаг, поэтому и где-то быть гибче раз, но и считать, скорее всего, придется. И вашу собственную силу составленный документ словно должен увеличивать. Для вас должно быть что-то сделано правильно. Но, может быть, для получения наибольшего эффекта договариваться-то как раз и приходится. И мы не идем против власти. Мы идем против системы, нам это точно не поможет, а все направлено или себя настроите на то, что, вот быть великим дипломатом все-таки конфронтации какие-то или сепарации – это только иллюзия. От того, как мы умеем договориться, связать воедино, сложить какой-то красивый узор даже из противоречий, иногда зависит наше качество жизни. Идем дальше. Что нам еще расскажут? Вообще немного значений. И когда это происходит на картах пасьянса, это где-то спокойное течение жизни. Но я не могу сказать, что тут какие-то уже встряски. Хотя у вас выпадает колокол, это неожиданное известие. Именно известие больше.
Это может быть связано с каким-то человеком или, может быть, даже средством массовой информации. И все зависит от того, как мы воспринимаем. Мы словно можем сначала замереть от этой самой неожиданности, потому что это неожиданное известие. Но как с этим взаимодействовать, вот такая для вас будет задача. Давайте посмотрим, что дальше. А возможно, меняются законы, кстати, и вам придется действовать быстро. Такое тоже бывает. Выходит новый закон, а он существует в сыром виде какое-то время короткое, а потом выходят дополнения, приложения, поправки. Поэтому тут, если есть какая-то тема, которая вам интересна, контролируйте ее. Но у кого-то может быть с тем, что вы о каком-то человеке просто узнаете какую-то новость. Самая разная группа людей может быть, но вот этот образ цыганки в цыганском раскладе, почему, наверное, называется цыганский, он у меня почти 40 лет, очень давно, и прописано просто лицо. Имеется в виду тот человек, который нами недостаточно изучен. Или, может быть, это какие-то контакты временные. Может быть, вы и от какого-то конкретного такого лица, с которым вам приходится контактировать, что-то согласовывать в разных сферах жизни, у каждого по-своему. И узнаете такую новость, и сможете даже где-то удивиться. Ну надо же, а я вот предполагал или думала, что обстоятельства обстоят как-то совершенно иначе. Но я тут вижу, у вас может быть такая ситуация, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть сначала приходит новость, которая может даже поставить в тупик, а в последующем, если вы где-то правильно отреагируете или правильно что-то продумаете, вот этот корабль – это исполнение желания. Но еще у нас корабль символ Меркурия, это где-то преддверие перемен. Или, может быть, для вас как какая-то поездка, может быть, и неожиданная поездка, в которую нужно ехать именно теперь. А вы это не планировали или планировали, ну, тоже, опять же, как-то иначе. Но тогда будьте внимательны, потому что какой-то альтернативный вариант решения вопроса к вам приходит. И вам нужно его рассмотреть и не упустить время. Вот правда. Ведь часто нам кажется то, что, ну нет, вот так вот мне не нравится, так вот не пойдет, может служить каким-то началом добрых событий на последующее время. Я бы сказала, не упустить все-таки для вас имеет смысл какой-то вопрос. Потому что, ну, иногда, даже, кстати, если мы хотим решить какую-то тему, и она зависит от конкретного человека. И, может быть, это новый совершенно человек, который даже нам неприятен. Или по каким-то причинам мы его воспринимаем, ну, не в самом позитивном ключе. Будьте готовы к тому, что, тем не менее, договориться будет хорошей практикой. И ведь в нашей жизни такие бывают метаморфозы, что иногда дружба или какие-то контакты начинаются как раз либо с противодействия, либо ссоры, либо конфронтации. Но от того, как мы сумеем откровенно проговорить что-то, открыться словно, да, объяснить иными словами свою точку зрения, и зависит продолжение какого-то или решения вопроса. А если по части дружбы, то тогда бывает, что начинаются отношения с какого-то противодействия, а в последующем, если мы, опять же, откровенны, искренне и правильно формулируем то, что мы считаем верным, или нашу точку зрения, тогда больше возможностей на взаимопонимание, и в последующем мы можем даже остаться крепкими друзьями, крепкая дружба. Поэтому тут какие-то метаморфозы я не исключаю. И пока я с вами говорю, в нашем пасьянсе мы можем сложить то, что по краям, по вертикали и по горизонтали крайние ряды. И у вас ангел. Тут, правда, мои дорогие, не прошляпьте что-то. Символ... не видно, я вижу. Приложила, вот. Не прошляпьте, потому что какая-то возможность. Мы можем ее, кстати, воспринимать, посмотрите, как змея. Здесь может быть и ложная информация. То, что вас сначала... Ну или вот как не было бы счастья, да несчастье помогло. Может быть, то, что вы слышите, вас словно по судьбе пытается переориентировать, перенастроить на видение ситуации совершенно в другом ключе. И я не исключаю, для кого-то это даже может начаться с фейка. Но, может быть, этот фейк вас, ну, своеобразный ваш волшебный пендель, я надеюсь, все правильно понимают мои фразы,
который будет как инициативой или побудительным мотивом для того, чтобы вы подошли более серьезно к какой-то информации или рассмотрели альтернативный вариант ваших действий, потому что следом выпадает еще и ангел. Но если даже какая-то ситуация вас ставит в тупик, поверьте, она может быть решена, потому что ангел. Ну вот как будто в этом отрезке нашего расклада есть какая-то взаимосвязь между неожиданностью, той, может быть, не совсем где-то искренностью или недопониманием, или нарочитым фейком. Но если мы должное внимание уделим, то мы еще и останемся довольными. Более того, мы еще какие-то бонусы для себя можем иметь. Поэтому, ну, как-то быть более вдумчивым. Не все есть и в реальности так, как мы это воспринимаем. Допустите альтернативные варианты. И тогда вы увидите, что вы это самое главное, наиболее еще и ресурсны. Но больше я не вижу у нас совпадений, поэтому идем с вами дальше, мои дорогие козероги. И задали нашу тему, что прояснится. Давайте узнаем, что же у вас прояснится в какой-то период июня. У кого-то это может быть и через пару дней, у кого-то это в течение июня может быть подобная ситуация, или в конце. Мы все разные. Я допускаю, что у кого-то вообще ничего не может совпасть. Все от наших намерений и целей зависит. Итак, что прояснится? Неожиданности. Вторую карту достанем. И третья карта – добрые события. Что вас приятно удивит и что вас будет радовать. К чему все идет? Вот для чего все это было нужно? Для чего нужно было пройти именно таким путем? И, соответственно, переложим вот эту ситуацию на сферы жизни, дела, работа, бизнес, что будет соответствовать по нашим делам, по нашим намерениям и целям вопросы финансов и личная жизнь. Так что же там прояснится? Карта жадины. Вот действительно все то, что я говорила, я не хочу ничего менять, а меняться приходится. Либо менять какую-то бумагу даже, кстати. Может быть, вам доведется пересоставить какой-то договор или контракт, кстати, по работе, поэтому рассматривайте все варианты. Здесь мы, с одной стороны, должны сохранять свою собственную ресурсность. Это может выражаться, ну, понятно, в деньгах, но это еще и ваше потраченное время. Это ваши таланты, мои дорогие. Вы можете в себе какие-то таланты раскрыть, но от того, как вы явите их миру или как решитесь на первый шаг, будет зависеть, будет что-то продолжено в вашей жизни или нет. Здесь нельзя замирать. Замирать от первой услышанной новости, значит, нужно переложить. Я долго об этом говорила, на реальности найти альтернативные варианты. Но и закапывать себе мечту, какую-то идею тоже не стоит. Здесь будет, знаете, как внутреннее сопротивление, я вот не хочу ничего делать. Или я не хочу в этом направлении, ну, вообще никаких перемен. А тем не менее, так часто бывает, что перемены входят в нашу жизнь, даже если мы этого не хотим. И они могут начаться просто с какой-то фразы, сказанной конкретным человеком, или решения какого-то ключевого партнера, да, меняется что-то вокруг нас, и нам приходится в этом участвовать. Вот что-то подобное у вас может проясняться. И вот первое, что это противодействие. Нет, мне это не нравится, мне это не подходит. Где-то вам это придется преодолеть. Почему? Это касается вашего благополучия. Может быть, прояснится какой-то и денежный вопрос. Но может быть и как ситуация внешняя, которая вам помогает вот по части талантов, по вашей мечте, в каком-то совершенно новом ключе самореализоваться. Поэтому будьте внимательны. Давайте откроем вторую карту. Это у нас неожиданности. Но вот все то, что я сказала. И есть все-таки то, что мы должны отпустить. Оно пытается завершиться. Поэтому если мы говорим даже о людях, отпускайте тех людей, которые, ну, пришли в вашу жизнь на какой-то период времени, но это не может быть продолжено. Я допускаю и сложные ситуации. Меня люди смотрят из разных стран. Все-таки 13-й старший аркан – это завершение. Но это еще и освобождение, мои дорогие. Освобождение от грустных мыслей. И если у кого-то подобная ситуация связана с личной историей, да, и вы точно знаете, человек не придет,
тут с самых разных ракурсов, по разным причинам, то тогда себя в этих застенках собственных предубеждений и мыслей сохранять не имеет смысла. Оно уже закончилось. Поэтому не притягивай искусственно что-то из прошлого, не пытайся и еще раз, словно в реку войти дважды. Может быть, это и по отношениям, когда вы бы хотели что-то продолжать. Но да, мы можем помириться, но для этого не только мы должны этого хотеть, а и противоположный человек. Иначе сколько ни настаивай, вряд ли тут что-то изменится. Любые взаимоотношения, кстати, это касается и работы, и дружеских связей, не только личной жизни или любовных контактов. А когда заинтересованы двое, это не игра в одни ворота. Поэтому освободите место, и тогда что-то новое уже стремится войти в вашу жизнь, буквально стремится на ваш порог. А мы, словно место занято, пытаемся то сохранить, что, ну, в принципе, уже не будет для нас прогрессом. Поэтому вот какие-то такие философские моменты, все-таки старший аркан, это помимо нашей воли, это обстоятельства, это новости, нам приходится это учитывать. Перезагрузка, мои дорогие, между прошлым и будущим. И в этой колоде карт, обратите внимание, здесь даже как у мага Лемнискаата указано. Поэтому будьте магами и волшебниками собственной жизни. И очень добрый аркан именно в этой колоде, как будто уже звезда мечты, реализации желаний ждет вас, подсвечивая вам, что вам ничто не препятствует. Вы только сами себе что-то удерживаете, ставите себя в какие-то рамки. Пришло время освободиться от чего-то. И, может быть, где-то вот эта перезагрузка начнется с новости или информации, или когда вы сами видите обстоятельства совершенно по-другому. Добрые события или что вам помогает, что вас будет радовать. А ведь вот посмотрите, тут действительно для кого-то не было бы счастья, но вы с нового ракурса увидите какую-то проблему, увидите возможность. Туз Пентаклей – это словно высшие силы помогают. Для кого-то из вас, допустим, перестройка какая-то на работе. Я как вариант. Меняется руководство, к примеру, да, новая метла по-новому метет, меняется график или меняется какой-то алгоритм по части выплаты заработных плат или возможности заработать, ну или вот что-то в таком ключе, помимо, опять же, нашей воли. И это для вас начало-начал. Это вот это зернышко, которое мы садим в землю, а в последующем мы получим денежное дерево. Все-таки Пентакли. Вопросы денег, видимо, вот даже если есть какая-то сумма, надо подумать об инвестициях в самого себя или как реализовать свою мечту. Здесь что-то новое у вас на пороге. И поэтому не отказывайтесь, не отталкивайте то, что пытается, спешит в вашу жизнь. От какой-то реструктуризации, от вашего перерождения, от трансформации. Может быть и кажется, словно пространство уплотняется и как будто что-то помимо моей воли тоже меняется. Ваша задача адаптироваться, не отказаться. Потому что вот уже наш один пентакль, слабые росточки, тоненькие еще такие корешки, но есть смысл что-то продолжать. И иногда эту карту трактуют как возможность, мои дорогие. Вот добрые события. Для вас возможность даже в том, что вы считали минусом. Но, может быть, это какие-то два разных события. Я такое тоже допускаю. Все-таки мы разные все, да. И пусть объединяет нас один знак зодиака, а тем не менее у каждого своя концепция жизни. Но есть и энергии добрые. Это как начало-начал, который пытается войти в вашу жизнь. Главное это увидеть и не отмахнуться. К чему же это все идет, давайте узнаем. Но вот шаг за шагом это дорога к успеху. Карта сама по себе так и называется – заслуженного успеха. Но наша задача отплыть от прежнего берега. А прежний берег часто в колодах Таро классических нам изображают как какую-то пустыню. То место, где уже ничего не растет, где уже мы все, что могли, сделали. Ты сделал все, что мог где-то. Козерог, у тебя наступает время отправиться в новый путь, к новым возможностям, к новым берегам. И эта шестерка мечей очень часто символизирует, когда действительно мы чему-то учимся. Это карта мужества. Потому что какой-то путь вам придется пройти в одиночку.
Может быть, и есть смысл подумать об обучении, о получении каких-то сертификатов. Тут мы не просто учим ради любопытства, а мы себя перестраиваем на новый лад, потому что жизнь диктует совершенно что-то другое, к чему мы где-то можем быть не готовы. Вот для нас и есть это перерождение. И вот эта Лемниската, она и говорит о том, что может быть, все новое, хорошо забытое старое. Может быть, вы где-то и предчувствовали, слушая свою интуицию, что, ну да, скорее всего, вот этот вариант развития событий или какого-то дела возможен. Вы чувствовали, но отталкивали от себя эту мысль, думая, ну нет, это мне показалось. Вот тут может быть и такая жизненная метаморфоза, что нет, мне не казалось. Жизнь учит доверять самому себе. И самодоверие– это первая ступень к самодостаточности, к собственному успеху. И если мы говорим самодоверие, мы должны быть честны сами с собой. И если мы в чем-то ошибались, то начало, когда мы признаем собственные ошибки. Иначе мы будем заново какую-то проходить снова и снова историю. Пусть в разных вариантах. Иногда мы говорим, вот почему в моей жизни одно и то же дежавю? Вот я все время пытаюсь что-то, а у меня не получается. А вы где-то повторяете одну и ту же ошибку. А вам нужно это перестроить на какой-то новый лад. И, наверное, это так работает во Вселенной. Неважно, какого мы знака зодиака. Если мы не прошли какой-то урок, словно не сдали этот жизненный экзамен, нам заново жизнь преподносит его. Пусть в каком-то другом номинале, с другими людьми, с другой какой-то ситуацией. Но вот есть смысл что-то отпускать. Вот я вижу, что здесь именно какой-то шаблон вам может помешать, мои дорогие. А ведь на кону какое-то новое качество жизни. Пусть потребуется мужество, пусть еще придется пройти этот успех не завтра и не про июнь, а на последующий период. Но начало как будто должно быть положено в июне. Может быть, это образ, ход ваших мыслей. Я такое тоже допускаю. Дела, работа, бизнес, документы. Жизнь– это не спринт. Кто быстрее придет к финишу. Это карта марафонского забега, как наша жизнь. Это марафон. И по рыцарю Пентаклей это один из самых медленных рыцарей. А почему он едет медленно? А для него тут словно нам даже конь идет сам по себе. А потому что ему нужно какие-то новые инструкции, может быть, разработать новую концепцию жизни, быть внимательным к самому себе и к деталям. Здесь новый путь, опять же, новые какие-то шаги, шаги в новое качестве или в новой реальности. Вы можете ощущать, я уже говорила, словно пространство вроде бы и не изменилось ничего, но в реальности вы можете чувствовать, что время берет свое и не будет как прежде. Поэтому очень хорошая, кстати, карта на наш настрой на далекое будущее. Может быть, вы и выбираете, кто-то выбирает профессию, кто-то, пробуя себя в новом деле, раскрывая свое творчество, таланты, может для себя построить как вторичный доход, и кто знает, может быть, именно то, что сегодня вторично, или то, что сегодня как пробный шар, или проба пера, в последующем вам принесет хорошие деньги. Все же есть зависимость от пентаклей, от денег, да? И что такое деньги? Это ведь наше самовыражение. От того, как мы умеем свои таланты, ресурсы, свои знания, свою экспертность, да, переложить или знаем себе цену. И я не о гордыне ни разу, а именно как переложить то, что вы умеете делать лучше всего, в какую-то правильную плоскость. И может быть, и придется быть дипломатом для согласований. Карта не говорит о том, что что-то быстро решается в июне. Может быть, даже и по части где-то документов или согласований. Уделите внимание деталям и будьте, мои дорогие, реалистом. А если вам предлагают какой-то альтернативный вариант, то обязательно его нужно рассмотреть. Тут что-то нельзя упустить. Давайте мы узнаем, что же там у нас по деньгам. Луна– это 1000 неопределенностей. И, может быть, по части денег. Слушайте свою интуицию, карта в первую очередь говорит. Потому что мы, если будем настаивать на своем, мы можем действительно совершить ошибку. Мы можем согласиться на какой-то платеж или думая, что, ну да, вот это правильно,
А вы рассмотрите от противного какой-то вариант. А если это неправильно? Или, а если я останусь один на один? Или если какой-то подвох? Что я буду делать? Вот, видимо, что-то вам просчитывать все-таки придется и задавать себе этот вопрос. Потому что мы себя должны беречь. А у вас это на финансы. Или не думать, может быть, что если где-то, даже если про финансы, к примеру, если у вас какие-то депозиты, ну, я банально беру, и вы уверены в завтрашнем дне, у вас, допустим, в каком-то, в какой-то одной валюте, может быть, депозит, или вы куда-то вложились, и думаете, что вы защищены, к примеру. Но все равно рассмотрите другие варианты. Почему так говорю? Даже по деньгам. У нас первый заход планеты Урана, как известно, это планета революционных инноваций, когда все меняется, причем перемен стремительных. В июле перейдет в Близнецы, пробудет до ноября. Вот этот период в несколько месяцев нам дает, знаете, ну, как своеобразную такую подсказку, как тезис-план мы можем даже составить по части того, что будет важно на последующие 7 лет, когда окончательно Уран перейдет в Близнецы. Это произойдет в апреле 2026 года, но вот где-то первые такие намеки, скажем, да, или наметки мы можем уже лицезреть, начиная с июля. И что такое Уран? Он ведь все дробит. Поэтому, может быть, есть смысл, если мы про деньги. Во что у вас были вложены деньги, допустим, в один какой-то номинал, а здесь пересмотреть и разделить. Подстраховать себя нужно. И есть то, чего вы не знаете. Вот по аркану Луна. И вам просто нужно изучить. Вам нужно быть гибче. Необходимо. Это тоже об этом карта. И интуиция. Интуиция – это не самокопание. Это не есть какой-то прежний шаблон. Шаблон – это про сознание. А сознание – это привычка. Это ненужная эмоция. А интуиция – это связь интеллекта. Это высший разум. И прежнего опыта. Но не тот опыт, который эмоциональный, а который мы оставили как ситуацию, чтобы еще раз не найти какие-то грабли. Вот старший аркан Луна, его всегда сложно трактовать, долго точнее, потому что он такой зыбко непонятный. Нет никакой конкретики. Очертания есть, а точности никакой. И вот что-то подобное у вас по деньгам может быть и заставляет вас не навредить самому себе. Ну, попутно, пусть и даже на деньги, но все-таки старший аркан. Не согласитесь, к примеру, на первое предложенное предложение по части, когда какой-то баннер, допустим, у вас словно выскакивает в смартфоне, вы видите кликбейт такой, что любопытство, хочется нажать. А все-таки будьте внимательны, помните, что есть у нас фишинг. Не открывайте, может быть, электронные письма, которые приходят от непонятных адресов. Перепроверяйте. Или вам что-то предлагают, куда-то вложиться. То же самое просчитывайте, потому что здесь какие-то фейки точно могут быть, мои дорогие. Все-таки и у вас выпадает колокол со змеей. Но не все люди братья. И вас могут увести именно на том, что вы посчитаете, ну, увести именно в сторону от какой-то реалии, зная, может быть, вас самих, или зная ваше отношение к чему-то, кто-то может на этом сыграть. И вы будете думать, что да, у меня все как схвачено, да, а на самом деле это нет, это как путь в никуда. Словом, будьте внимательны и с финансами тоже. Двойка мечей, мы выбираем путь. Самое главное – открыть глаза. И вот, кстати, интересно, это не обязательно по личной жизни. Хотя у кого-то и по личной жизни выбор будет стоять. Двойка мечей, мы должны с чем-то определиться, но с открытыми глазами. А у кого-то еще и по финансам в том числе. Что символично, обе карты – две героини с закрытыми глазами. Не уходите из реальности. Вам, как и контакты какие-то, возможно, придется продумывать, переосмыслять. Может быть, не разрушить какие-то отношения, проявить дипломатию, а может быть, мои дорогие, где-то гибкость на грани с хитростью, может быть, и выйти из каких-то сложных ситуаций. Я такое тоже предполагаю. Но основа всего – открываем глаза и словно выходим сразу из какой-то прежней истории, как липкой паутины мысли. Мы думали одно, а факт как будто другой. Возможно, и с личной жизнью это связано, когда нужно делать выбор. Открыть глаза – это значит увидеть, что же в реальности обстоит, как вопрос, дела, к чему это все идет. Иначе мы
Долгое время еще можем находиться словно завязанными глазами в ситуации выбора, а вверху у нас выпадает 13-й аркан, и он нам говорит, уже нет смысла что-то удерживать. И пусть это не напрямую будет касаться какой-то любовной истории. Меня смотрят люди, кто-то семейный, кто-то вообще один или одна. Ну вот, кстати, кто один или одна, хватит себя в каких-то застенках держать. Может быть, и нужно быть добрее к самому себе и расширить горизонты своего общения. Может быть, и не настаивать на своих каких-то постулатах, ведь от того, как мы сумеем договориться с человеком, насколько мы сумеем его прочувствовать, или сумеем смотреть в одном направлении, будет зависеть личная история. Здесь не время использовать свои шаблоны или применять как и к вашим достижениям или чистолюбивым планам, так и к финансам, мои дорогие, но так и к личной жизни. Действительно, какая-то перезагрузка, перерождение называется 13-й старший аркан. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.